Давным-давно, в далеких-далеких галактиках, было нечто весьма удивительное и загадочное, обладающее энергией и силой огромных масштабов. Сегодня с этими объектами нас разделяет огромная пропасть, миллионы и миллиарды световых лет. В мощные телескопы они выглядят словно далекие звезды, сияющие в темных глубинах космоса. Но это вовсе не звезды. Это квазары, наимощнейшие источники энергии во Вселенной. Но что такое квазары и почему их называют маяками Вселенной? Усаживайтесь поудобнее. Сейчас мы вам все расскажем. Это произошло одной темной ночью в 1960 году. Двое астрономов вели свои наблюдения на горе Паломар в Калифорнии, находясь почти на 2-километровой высоте. Хорошая видимость и 5-метровый зеркальный телескоп позволили сделать удивительное открытие. Той ночью Томас Мэтьюс и Алан Сэндиш обнаружили этот странный, ни на что не похожий объект. Он имел довольно высокую светимость в оптическом диапазоне, а угловой размер менее 1 секунды. Все это очень походило на характеристики звезды, однако, как впоследствии выяснилось, звездой не являлась. Последующие наблюдения в радиотелескопы показали, что объект излучал мощный поток радиоволн. Ни одна звезда на такое была не способна. Позже открыли еще несколько подобных объектов, и к 1963 году их было уже 5. Объекты назвали квазарами, радиоисточниками, похожими на звезды. 3С в названии квазара означает, что он входит в 3-й каталог радиоисточников, составленный в 1959 году. А цифры – это одна из координат квазара на небе, его прямое восхождение. В попытке разобраться, что же такое квазары, ученые сфотографировали их спектры, но изучив их, увидели, что те абсолютно ни на что не похожи. Спектр квазаров резко отличался от спектров всех известных звезд. Более того, ученые не находили в спектре вообще ни одного знакомого химического элемента. Так появилась загадка, разгадать которую удалось только спустя несколько лет. В 1963 году голландский астроном Мартин Шмидт объяснил, что на самом деле на спектре квазаров запечатлены линии всем хорошо известных элементов, а в частности водорода. Только вот все эти линии сильно смещены в красную область спектра. Почему, спросите вы? Какое-то время ученых тоже волновал этот вопрос, но в конечном итоге они пришли к выводу, что все дело в расширении Вселенной. Из-за расширения многие далекие от нас объекты, например, галактики, удаляются, а не приближаются к нам. Чем дальше они от нас, тем быстрее они от нас удаляются, и тем больше красное смещение в их спектре. Да, у некоторых из самых далеких галактик довольно большое красное смещение, однако у квазаров красное смещение просто бьет все рекорды. Например, по красному смещению квазара 3С-196 выяснили, что он удаляется от нас со скоростью в 200 тысяч километров в секунду, а находится от нас на расстоянии в 12 миллиардов световых лет. Только задумайтесь, выходит, что этот объект почти в 3 раза старше нашей Солнечной системы. Из-за видимости с самых огромных расстояний квазары и называют маяками Вселенной. Но что такое вообще квазары? И как они могут светить так ярко с таких громадных расстояний? Квазары становились все загадочнее и загадочнее. Глядя на первый из открытых квазаров, 3С-273, в любительский телескоп, невольно задумываешься, что же заставляет тебя светить так ярко? Ты находишься на расстоянии почти 2,5 миллиардов световых лет от Земли, а видно тебя в довольно скромный оптический инструмент. Невероятно! Помимо огромной светимости, еще одним необычным свойством квазаров являлась их переменность. Многие квазары изменяли свой блеск как в оптическом, так и радиодиапазоне. С 1927 по 1929 год квазар 3С-273 увеличил светимость почти в 4 раза, а бывали случаи, когда его звездная величина менялась и раз в несколько дней.
Переменность блеска свойственна звездам, но квазары – это не звезды. Что же это такое? Может, тогда это галактики? Все галактики довольно тусклые объекты, да и не могут светить с переменной яркостью. Возьмем для примера миллионы переменных звезд какой-нибудь галактики. Все они меняют свой блеск хаотично по отношению друг к другу. Сами эти изменения на общем фоне весьма незначительны. И пока общее излучение от галактики, преодолев миллиарды световых лет, достигает нас, мы уже не замечаем переменности блеска. Получается, квазары – это и не галактики? Но что же они такое в таком случае? Ученые перебрали несколько разных вариантов и пришли к одному, самому, на их взгляд, очевидному. Квазары – это активные ядра далеких галактик. Размеры квазаров очень компактны. В диаметре квазары могут быть даже меньше нашей Солнечной системы. Их небольшие размеры хорошо объясняют частые колебания их блеска. Например, раз в неделю или несколько раз в год. Будь квазары диаметром в десятки тысяч световых лет, то переменность блеска в разных их местах была бы несинхронной. Информация об изменениях яркости просто не успевала бы достичь всех точек квазара. И из-за этого мы бы не замечали их переменность. Сегодня ученые полагают, что размеры большинства квазаров составляют примерно 1 световой год. И это при том, что эти объекты излучают энергии больше, чем целые сотни и даже тысячи галактик. На такое способны только одни объекты во Вселенной – черные дыры, огромные массивные космические монстры. Черные дыры располагаются в ядрах галактик. Получается, что квазар – это сверхмассивная черная дыра, активно поглощающая окружающее вещество, а именно газ, пыль и звезды. На сегодняшний день увидеть сам этот процесс мы, конечно, не в состоянии, но гипотетически это происходит примерно так. Под воздействием огромных гравитационных сил вещество по спирали устремляется к центру. Образуется так называемый аккреционный диск. На огромной скорости частицы вещества сталкиваются и порождают электромагнитное излучение различных длин волн. Чем ближе к центру аккреционного диска, тем выше температура. Центр излучает рентгеновские и гамма-волны, а на краях диска преобладает инфракрасное излучение. В центре часть вещества поглощается черной дырой, другая же часть направляется магнитным полем черной дыры к ее полюсам и с огромными скоростями выбрасывается в космос. Такие выбросы называют джетами. В длину они могут достигать миллионов световых лет. От столкновения с межзвездным газом частицы вещества в джетах излучают радиоволны, и их-то спустя миллиарды лет и улавливают антенны наших радиотелескопов. На самом деле, очень малая часть квазаров является радиоисточниками, однако большая их часть активно излучает в рентгеновском и инфракрасном диапазоне. Эта группа объектов уже не называется квазизвездными радиоисточниками. Их называют проще – квазизвездные объекты. Квазары могут питаться веществом миллионы лет, но однажды еда подходит к концу, и квазар тускнеет. Поначалу ненадолго, ведь стоит только рядом оказаться какой-нибудь заблудившейся звездочке, как, пожирая ее, он может вспыхнуть с новой силой. Вот оно, объяснение переменности блеска квазара. Однако, как бы там ни было, в один прекрасный момент черная дыра поглотит все окружающее ее вещество, и тогда квазара не станет. Ей станет нечего, и ядро галактики перейдет в неактивную фазу. Разбудить квазар сможет только прибавка новой пищи, а для этого нужно как минимум столкновение двух галактик, что в наше время является событием крайне редким. В настоящее время квазары вымерли, а свет от тех, что мы видим, идет к нам многие миллиарды лет. Когда-то, на заре своей жизни, Вселенная была полна квазаров. Они были еще во времена формирования самых первых галактик. Сегодня же нам очень повезло, что рядом нет этих прожорливых монстров, ведь это было бы очень губительное соседство. К счастью, черная дыра в ядре нашего Млечного Пути находится в неактивной фазе. Но это сейчас. Миллиарды же лет назад все было иначе. Вы только представьте, что вот прямо в это мгновение кто-то смотрит на нашу галактику с расстояния в миллиарды световых лет. Представили?
Так вот, скорее всего, этот кто-то сейчас видит квазар. Яркий, переменный квазизвездный радиоисточник. При этом наблюдатель явно озабочен. Он чешет затылок и думает: «Не понимаю, это что за линии спектра такие, ни на что не похожие?» Обо всем космическом можно говорить вечно, и квазары не исключение. В дальнейшем ученым еще многое предстоит выяснить о природе этих объектов, ну а нам останется лишь собрать информацию и передать ее вам. Друзья, если вам понравилось видео, то обязательно не забудьте поставить лайк и оставить комментарий. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. Также вы всегда можете поддержать наш проект любой суммой. Ваша помощь существенно улучшит качество и регулярность видеороликов. Все соответствующие ссылки находятся под видео. Все наши адреса в соцсетях тоже там. Мы желаем всем чистого неба, и пусть звезды вам благоволят.